Когда вы слышите слово call, вы сразу думаете о звонить или звонок, но на самом деле носители довольно часто используем это слово совсем по-другому, по-разному. И сегодня я вам дам очень классное выражение со словом call, которое на самом деле в школе вообще не учат. You ready? Поставьте себе чай или кофе, и мы начинаем. Начнем с этого. Let's start with this. Call it a day. Что означает call it a day? Назовем это день или позвонить это день? Нет, совсем не то. Call it a day просто означает закругляться или закончить работу на сегодня. Это выражение мы используем, когда мы решаем завершить работу или остановить работу. Это может быть в конце рабочего дня или просто в конце дня в целом. Например, я убираю в комнату в квартире, я решил, что уже много чего сегодня сделал, мне уже пора отдохнуть. I could say, I've been cleaning my house all morning. I think it's time to call it a day. It's time to call it a day. Давайте тут закончим сегодня. Уже устал. Let's call it a day. Или на работе у вас совещание, вы уже сидите в офис 5 часов, вы обсуждаете, работаете, а вы уже устали, вы говорите коллегам, давайте закругляемся. Let's stop here for today. Можно сказать, let's call it a day. Вместо let's stop here for today мы довольно часто говорим, guys, let's call it a day. Okay? Let's call it a day. Означает, давайте тут закончим на сегодня. Let's finish this game and call it a day, okay? Let's call it a day. What? I'm very tired. Oh, well done, that's it. Time to call it a day now. Видите, слово call вообще тут не имеет никакого связи со звонить. И есть еще довольно много таких выражений. Мы сегодня посмотрим. The second thing. Второй это у нас call the shots. Call the shots. Что такое call the shots? Просто означает принимать решение. Это означает, что кто-то контролирует ситуацию и принимает решения. Они имеют обычно основное слово в том, что происходит. Например, в компании, in the office, обычно есть менеджер, который принимает решения. Он решает все, что происходит, что нужно делать. I could say, at our office, the manager calls the shots. The manager calls the shots. Означает, он все решает. Это он принимает решения. Иногда бывает, что в семье папа calls the shot. My dad, I think in my family, my dad calls the shots. Означает, мой папа принимает решения в моей семье. So to call the shots просто означает принимать решения. И в моей семье, I think in my family, у меня есть жена, я уже женат. I think in my family, I don't call the shots. My wife does not call the shots. Обычно мы вместе решаем. The both of us call the shots. Означает, мы вместе принимаем решение. We call the shots together. То есть тот, кто call the shots, принимает решение в ситуации, в семье, в компании и так далее. Это можно очень часто встречать в контексте работы. For example, my boss calls the shots, Jerry calls the shots here, the manager calls the shots. Просто означает, они принимают решение. Just remember one thing. I call the shots. No, it's your child. You call the shots. I call the shots. And I'm sorry if you don't like that. И к вам вопрос. Who calls the shots in your family? Do you call the shots? Your wife or your husband calls the shots? Означает, кто принимает решение. Это вы или ваш муж, ваша жена? Who calls the shots? Идем дальше. У нас третий сегодня это a close call. Что такое a close call? Это выражение описывает ситуацию, когда что-то опасное чуть не произошло, но в конце концов не произошло. Например, я чуть не опоздал на рейс. У меня сегодня рейс в Париж. Я чуть не опоздал, то есть почти опоздал. We can say, I almost missed my flight today. It was a close call. It was a close call означает, это было так близко, я чуть не опоздал на самолет сегодня. Или я хожу на дороге, и чуть машина меня не сбила. I could say, this car almost hit me. That was a close call. It was a close call просто описывает ситуацию, когда что-то опасное, неприятное чуть не произошло. Would say, it was a close call. Или на работе, вместо работы, вы чем-то непонятно занимаетесь, и начальник чуть вас не поймал. We can say, wow, that was a close call. My boss
almost caught me. Он чуть меня не поймал. It was a close call. Или вы студент, у вас экзамен, и вы решили не учиться, вы решили готовить шпаргалку для экзамена. И во время экзамена вы достали шпаргалку, и ваш учитель чуть вас не поймал, чуть не увидел, что вы взял с собой, или почти заметил, что вы взял с собой шпаргалку. We can say, my teacher almost saw me. That was a close call. It was a really close call. A close call просто означает, что почти или чуть не произошло что-то неприятное, что-то иногда опасное. A close call. He's all right, but it was a close call. That was a close call, sir. Посмотрим еще несколько. Последующее выражение со словом call точно вас удивит. The next, четвертый, это у нас a good call. A good call. Хороший звонок? No. Просто означает хорошее решение. Мы используем, чтобы сказать, что принятое решение было или был правильным, или хорошим, разумным. So that is a good call. Означает, это было хорошее решение. Например, вы решили посмотреть это видео. Это классное видео сегодня. Это было хорошее решение. That was a good call. Или это есть хорошее решение. That is a good call. Еще пример. Ваш друг решил купить куртку, и теперь ему так тепло и приятно. Он говорит, купить эту куртку было правильным решением. We can say, buying this jacket or buying that jacket was a good call. It is so warm and comfortable. So buying this jacket was a good call. That was a good call, by the way. Или еще пример. Вы думаете, идти гулять или остаться дома? Вы все-таки решили остаться дома, и через минут 5 начал сильный дождь. Вы говорите, остаться дома, смотреть фильм было правильным решением. Staying in and watching a movie was a good call. Staying in and watching a movie was definitely a good call. A good call – хорошее решение. И антоним, угадайте, какой будет? Правильно, a bad call. A good call – хорошее решение. A bad call – плохое решение. Посмотрим контекст. Вы на работу собираетесь, и ребенок решил не завтракать. Вернулся домой, голоден, и ты ему говоришь, skipping breakfast. Твое решение пропустить завтрак сегодня было плохим решением. Skipping breakfast today was a bad call. Или если вы любите инвестировать, вы выбрали компанию, например, не знаю, Apple, вы там выложили много денег, и, к сожалению, акцию рухнул. It all went down. Можно сказать, инвестирование в эту компанию было плохим решением, was a bad call. Investing all my money in that stock was a bad call. I lost everything. Я все потерял. Это было плохое решение, a bad call. Хорошее решение, a good call. Okay, so I made a bad call. It's a bad call. Now, hey, I made a bad call. A co-ed academy is a good call, a necessary call. Запоминаем, если ваш друг принял хорошее решение или плохое решение, вместо сказать that was a bad decision, просто можно сказать that was a bad call или that was a good call. Идем дальше. The next for today это у нас call someone names. Call a person names. Назвать кому-то по имени. No. To call someone names просто означает обзывать кого-то, то есть называть кого-то неприятными именами. For example, you are stupid, you're crazy. Это и есть to call a person names. I don't like calling people names. I think it's very, very impolite. Не люблю оскорблять, то есть обзывать людей. I don't like calling people names. И если кто-то вас обзывает, можно сказать stop calling me names. Stop calling me names. Означает перестаньте меня обзывать. Stop calling me names. И важно, очень важно, мы используем name в множественном числе. Не name, а names. Call someone names. Означает обзывать кого-то. Out there, people are calling me names. And I want you to know that, I'm not those things. But you can keep calling me names if it makes you feel better. I'd appreciate if you stop calling me names. Then... И следующее выражение очень важно знать, если вы работаете с англоязычными людьми. It's very important to know this phrase to call in sick.
call in sick просто означает звонить начальнику и сообщить, что вы приболели и сегодня на работу не получится прийти. To call in sick. Например, я проснулся сегодня, у меня ужасная головная боль, могу звонить начальнику и сообщить, я сегодня не смогу прийти. I could say, I woke up this morning with a terrible headache, so I called in sick. I called in sick означает, я звонил компании и сообщить, что я сегодня не могу прийти на работу. Или коллег проснулся с температурой и пришлось call in sick. My colleague woke up with a fever, so he had to call in sick. Он звонил нам сегодня и сообщил, что на работу не получится прийти. Hey, why don't you call in sick today? Call in sick for work the next day. Why don't you call in sick today? So to call in sick просто сообщить начальнику, что вы болели и на работу вы не сможете сегодня прийти. И, кстати, если вы хотите еще знать 10 очень классных выражений, которые мы регулярно используем, обязательно посмотрите это видео.